Всем привет! Мы продолжаем проходить Fatal Frame вторую часть. Она же называется Project Zero. Поехали. В общем, у нас в доме нужно найти для начала сестру, а потом девчонку, которая звонит в колокольчик. Для начала сестра. О. Эта барышня опасна. Такое ощущение, что у нее улыбка натянута. Угу. Она у нас зашла вот сюда, да? Прости меня, Ицуки, мне так жаль. Подождите, вы сожалеть? Тут еще какие-то проходы. Угу. Я тут не был. Зажимы на сундуке сломаны, думаю, я могу его открыть. Ну, давай. Кто-то просит о помощи. Святая вода, отлично. Пригодится. Так, по карте у нас что тут вообще? Угу. Неплохо они тут лабиринтов устроили. Открыла дверь. Ага, это у нас, короче, срезка, да, получается? Все, я понял. Да, не туда. Хотел назад вернуться. Так. Отсюда мы выходим. Давай заглянем, где у нас тут этот. Тетка зашла. Дверь. Дверь заперта. Ну-ка, давай заглянем, что там у сестры. Криповая сеструха. Майя. Походу, у нее кто-то вселился уже. Майя. Да, у нее совершенно поменялось выражение лица. Жуть какая. Ой, скажи хоть что-нибудь. Ладно, коснуться. Тихо. Раз, два. Майю. Ицуки и Мицуки что-то там в церемонии участвовали. Сейчас наш черед. Жуть какая. Давай, черед так черед. Дверь у нас закрыта на глушняк. Сестру там нужно оттуда достать. Куда пошла? В принципе, тут деревянные решетки, их можно было бы давно вынести. Не волнуйся, Майя, я иду. На этот раз никто не сбежит. Ицуки, Читоси. Они нас не простят. А, можно открывать как-то. Закрыто. На двери замок украшен колокольчиком. Ты помнишь, что мы сделали? Вот эта девчонка, да, с колокольчиком. Верни моего брата. Угу. Пошли ее ловить. Насколько я понимаю, она должна звонить в колокольчик, а я должен слушать внимательно. Где ее искать вообще? О, я слышу звон.
Только непонятно, с какой стороны, конечно, он исходит. Сбоку площадки с татами есть дверца. Из-за нее доносится звон колокольчика. Я ее сразу же нашел. Ну, давай аккуратненько открываем. Раз. Два. Пойдет. И что там внутри? Дневник. Опа. Где она? Ну, давай так. Ну, не особо-то она подвижная, я смотрю. Хотя телепортироваться, как и все, умеет. Разворот. Так, тихо, она за стенкой. Ай-яй-яй-яй. Аккуратненько себя ведем. Блин, вот ненавижу призраками драться в закрытых помещениях маленьких. Ну давай хоть так. А чё свет вырубили? Ах ты падла мелкая, она свет еще выключает. Блин, а где ее ловить-то? Без света вообще неудобно. Ну, может быть, фиксация камеры поможет. О, свет дали. Да как где она? Она как будто со всех сторон вообще. Вообще не пойму, где она. Теперь сзади как будто. Ах ты падла мелкая. Но пойдет. Вот так давай. Хорошо. Урон принят. Только свет мне больше не выключай. Понятно. В общем, бегаем. Бегаем в разные стороны. Пока свет не включат. Надеюсь, второй раз не включат свет. Тут такое себе вообще, без света-то. Вот я ее видел, там она внизу сидит. Но еще хер поймаешь. О, вроде свет дали. Ну, давай, и так сойдет. А чё урона нет? Блин, она исчезла просто. Тихо, ай! Бежать надо. Половину здоровья девчонка сносит. Замечательно вообще. Блин, может повыше забраться? А то в коридоре в узком вообще как-то не вариант с ним. Так, давай, побежали. Просто бегаем в разные стороны, пока свет не включен. По идее, так она не должна меня поймать. В этот момент, получается, она выбегает из стен. О, свет дали. Ну, спасибо и на том. Вот так вот. Fatal Frame, кстати, я и забацал. Ну, он же нулевой снимок. Где она? Вот так. Все, наконец-то. Первый раз. Ее надо, по-моему, если я не ошибаюсь, еще раз за 3 поймать. Где-то. Алый дневник. Там, где был призрак, что-то осталось. Похоже, это старый дневник. Темно снаружи и темно внутри. Все покинули мой дом, но он полон.
Ицуки, помоги мне. Мне страшно, и я не выйду из этого шкафа. Помоги мне, Читоси. Хорошо. Первый раз мы ее поймали. Ее или 3, или 4 раза надо ловить. Причем в разных углах. Ну, в разных участках помещения этого, ну, дома. Я полагаю, что она будет вот в таких вот маленьких штуках прятаться. Ну, пойдем, в принципе, там ее и посмотрим сразу же. Так, не сюда. Действительно, камера обскура. Оп, поймал. Бегущая девочка. Все. Короче, я в курсе, где ее искать уже точно. Сейчас мы эту маленькую мерзавку поймаем. Первый раз, когда я это дело проходил, еще на PS2, очень сложно было ее ловить, точнее искать. Просто путаешься. Где ты был уже, где не был. Вот она тут. Давай, оп. А сразу же хватаем ее. Нормально. Теперь здесь с ней деремся. Так. Ловим. Пойдет. Все, тату делаю, кушать, включил фоном. Что ты делаешь? Тихо! Она меня поймала. Мелкая падла. Давай так. Особо времени нет ее ждать. Так, она сзади. Сейчас по-любому будет опять свет выключать. Где это дерьмо мелкое? Вон она. Ждем, ждем. Ловим. Да ладно, а что такое урон-то мелкий? Готовить? А при чем тут тату? Короче, это 9, да? Пойдет. Половинку я у нее уже снял. В принципе, по чуть-чуть, если так и отгрызать, то нормально. Сучка, если бы она не телепортировалась, было бы как бы норм. Но она на секунду появляется. Попробуй ее еще найди. Где-то с правой стороны. Вперед. Понятно, свет вырубили. Начинаем бегать. Падла мелкая. В принципе, еще... Если бы она свет не вырубала, было бы прикольно. Вот так просто щемишься по стенкам. А где она, хрен его знает. Она как бы везде по радару. Так, вроде свет дали. Хорошо. Где это мелкое дерьмо? Ну, давай так. Блин, а почему она так мелко, мало отгрызает-то у нее? Вроде хорошие кадры выходят. Причем на более худших кадрах больше здоровья у нее улетает. Это странно. Ну, давай, вот так вот. Все равно мало. Максимальный причем кадр. Затянутый бой будет. Вот так вот. И еще раз. Вдогоночку. Ну почти, хорошо попал. Вот этот раз хорошо прям вообще. Влетело ей только свист. Главное, чтобы она сейчас свет не выключала. Ну давай. Ага. Вот гнида мелкая. Давай бегать. Тихо. Я в тумбочку уперся. Если это тумбочка у них вообще. Ну, да давай, включай уже свет.
Включай свет, подеремся на мужиках. Ну, в смысле, на это. Подеремся по-мужски. О, свет дали. Прям как у нас, да? Где она? Тихо. Так вот же она. Ну, давай. Готово. Добили второй раз. Хорошо, теперь пошли ее искать третий раз. По идее, на третий раз с нее должен выпасть ключ. Чего блокирован? А как мне отсюда тогда выйти? Что-то я не понимать. Подожди. Но выход-то из этой комнаты один. Чего вы мне голову делаете? Может быть, надо вот эти дверки подергать? Да нет. Все. Тапки вон чьи-то валяются. Очень странно. Может, еще раз подойти к этой двери? Ну, ясно. Зеркальный камень не нужен. Давай тогда это. Куда? Пойдем еще раз. Попытаем счастье вот на двери. Почему она не открывается, я не знаю. Что должно произойти, чтобы дверь открылась? Непреодолимые силы блокирован. Так, а как ее снять-то, эту вашу силу блядскую? Непреодолимо. О, дерьмо это мелкое вон там. То есть я должен был дважды подойти к шкафчику, чтобы скрипт сработал. Ах ты падла, а. Куда-то бежит она. Искать. Оп. Робкая девочка. То бегущая, то робкая. Вы уж определитесь, какая она. Так. Теперь надо направление, по идее, выгадать. А пойдем вот сюда. Вдруг она на втором этаже. Ну а вдруг? Там, в принципе, я срезочку-то открыл, можно будет глянуть. Так, тут с ней мы дрались. Подожди. Чик-чик-чик. Да, слушай, давай-ка вот мы сюда вот сходим. Что-то вот этот чуланчик подозрительный какой-то. Давай, поворот. Топим сюда. Вот. Вот так вот бегать по всем этим лабиринтам, конечно, забодаешься просто. Ага, тут я уже взял, что надо. Пусто. Шли дальше. Дверь сломана и не открывается. А, ну да. Тут же это... Странный проход из комнаты в комнату, который никак починить нельзя. Не знаю, у них тут двери все деревянные. Что мешает просто взять и каждую дверь с ноги выбивать? Вот сразу видно, девка играет. Ну, в смысле это. За девку играешь. Я думаю, пацан бы сразу же с этими дверями всякими и стенками разобрался бы, кирпичными, картонными точнее. Просто залетает, врывается и сносит все нахрен. И призраков бы он не так боялся, кстати. Ну-ка. Вот она. Вот эта курва. Фотай. Где она? Так, первый раз она долго фотографируется. Давай, пойдет.
Вообще урон минимальный просто. Блин, может быть ее долбануть? Каким заряженным ударом? Оп! И еще раз щелкнул я. Ладно, третий раз уже точно не повезет так. Но долбанул хорошо. Она сзади где-то. Курва мелкая. А вот так вот вам. Тоже неплохо, слушай. 4 кадра, я у нее пол здоровья уже снес. Сейчас начнет свет вырубать. Гадалки не ходи. Ай, не попал, да? Что-то прилетело ей. Бегаем по комнате. Чисто ориентируюсь на этот, как его, на карту. Слава богу, что нет особых таких прям препятствий. Ждем, пока свет включит. По-любому она где-то сейчас ныкается за стенками. Все, свет дали. Отлично. Где эта шляпа усатая? Да серьезно? 2 цвета подряд? Я, видимо, слишком сильно ее налупил, она теперь решила дважды свет вырубить. Ну, а я застрял. Маленькая пиздючка. Вылезай. Точнее, свет сначала включите. Вот. Она. Блять, исчезает. Давай. Ку-ку. Ку-ку, ёпа мать. И я ее вижу. Вот так вот. Ну, нормуль. Хоть что-то. А я ее прям... Она прям во мне появилась. Надо же. Кусок башки ее сфоткал, но все равно урон зашел. Бля, по-любому сзади. Ну, где она? Вон она. Бля, она под ногами нычется, ее не видать. Пойдет. Все. Какой? 3-й раз мы ее поймали, да? 3-й раз. Надо еще. Последний. Final Battle. Кстати, может быть, что-нибудь в чулане в этом осталось после нее? Да, ничего нет. Вакуум. Девка после себя ничего не оставляет. Так, я еще один чулан, кстати, помню. Но знаю это место вроде как только по дверям я узнаю. Блин, не то. Причем по дверям, только по двойным. Наверное. То не факт вообще. По идее, все двери одинаковые. Если дверь сломана, мне опять нужно скрипт запускать. А, нет, подожди. Все нормально, тут выход через жопу просто. Назовем это просто жопный выход. Хоть другие сволочи не нападают, это хорошо. Так, куда теперь? Ту-ту-ту-тун. Давай спустимся на 2-й этаж. Ой, на 1-й. Один раз она была на 2-м. Один раз на 1-м. Сейчас была на 2-м. И теперь логично ее опять на 1-м искать. Вот я думаю, что вот здесь надо глянуть ее. Вот как-то вот тут все такое подозрительное.
Там же писалось в записках то, что я, говорит, буду ныкаться в разных чуланах и шкафах. Посмотреть. А ну-ка, давай. Я еще сюда не заглянул. А там? Святая вода. Хорошо. Так. Вот она тут сидит. Дверь не открывается. Видимо, она опирается во что-то с другой стороны. Девка там руками, ногами уперлась, держит. Открыть. Что-то держит ее изнутри. Может, отойти надо? Да? Давай, вылезай, мелкое дерьмо. Будем тебя фотоохоту проводить. И чё? Где она? Где-то очень далеко я слышу, как она хнычет. Но... А, вот. Оба! И еще раз, вдогоночку, врыло прям. Хорошо. Урон засчитали. Правда, немного, ну ладно. Вон она. Пойдет. Очень странно, и урон прилетает. Когда-то много, когда-то нет. Хотя примерно одинаково фоткаешь ее. Вот так. Вот сейчас вообще одно деление было. И все равно как-то больше даже прилетело, чем от Fatal Frame, блин. Тихо, не тупи. Надо бегать. Закаляйся, если хочешь быть здоров. Удаляйся. Голой жопой об забор. О, свет дали. Хорошо. Ну, она ж только что тут была. Не вижу. Вон он. Плохо, что когда ты в объектив зыришь, бля. Плохо, что когда ты в объектив зыришь, она этот какого. Ты не можешь повернуться на 180 так же. Где она? И сейчас исчезнет. Фоткаем хоть так. Половина урона. Ну, в смысле, половина здоровья у нее осталось. Где? Вижу. Слетела. Хотя немножко урона получилось сделать. Бегаем, бегаем. Бля, я походу в коридор выбежал. Надо прямо ее в комнате пасти, не выходя. А то она может клина поймать. В смысле, действовать как-то не по плану. О, свет дали. Порушечно. Где? Где она? Блин, не успел. Долго искал я. Чик. Да ёпа мать, чё так быстро перемещаешься? Задолбала со своей телепортацией. Сейчас опять стопудово свет выключит. Давай, бам. Еще раз догонку. Фатальный кадр. Хорошо. Кстати, по-моему, второй раз фатальный кадр ей не прилетел. Где? Не вижу, где она. Прям прется на меня. Один раз ее щелкнуть осталось. Только свет мне не выключай. Сейчас все будет. Падла. Ну вот так вот. Пойдет? Да, отлично. Блять, еще супер изгнание это нахрен. Вот какого хрена ей здоровье добавляют? Почему не было такого на PS2?
каждого врага нужно 1,5 раза замочить. Туалет меня. Падла, так нечестно. Сейчас попробую ее каким-нибудь суперским снимком заснять. Запечатлеть. Ну да, как же. Она же еще портуется. Да. И свет выключили. Замечательно. Но она палит себя тем, то, что она светится. Проблема в том, то, что пока свет выключен, она появляется буквально на секунду какую-то. Да иди ты в жопу, блядь. А теперь не поймал. Включай свет мне давай. Ни хера не вижу. Где-то тут она. Прямо атакует и атакует. Ты смотри какая. Свет-то может быть включите, не? Или так сейчас не модно? Неужели? Спасибо. Она сзади где-то. Да, бля. Угораете, что ли? Она вообще себя сфотографировать не дает. Не пленку зарядить, ничего. Свет включили на секунду и потом бегает мне. Вот так. Ни хрена не попадаешь. Вот так, допустим. Хоть что-то. Короче, видимо, фишка в том, что ты должен с ней биться в конце. Вообще без света. Правильно? Нахрен он нужен? О, свет дали. Спасибо. О. Еще чуть-чуть осталось добить-то, ну. Тихо. Чё? А где все в космосе? Возможно. Да сегодня выходной, утро, наверное, все спят. После бурной субботы. А, тихо. Где-то она, блин. Короче, на свет можно не рассчитывать, я так полагаю. Херово, что она везде появляется. Как правило, у тебя за спиной. Тихо. Вот, бля. На секунду она просто вылетает. Мелкое дерьмо. Хоть что-то. Падла. Ну ничего не видно даже. Точка. Чуть не поймал. А, вот так вот. Пойдет? Наконец-то. Я вообще не понимаю, что за хрень. На второй плойке нужно было просто вот, ну, снести одну полоску здоровья. Тут ты сносишь 1,5. Почему такая хрень, я не понимаю. Похоже, в призах девочки оставил что-то. Ключики. А, чё? А, ну это радио послушать. Спасибо, не надо. Все, теперь мне показывают ключ от комнаты сестры. Ну, где сестра стояла последний раз. Теперь, дай бог памяти, короче, найти, где она действительно была. Ба-ба-ба-бам. Отсюда. В принципе, я же все комнаты с собой связал. Теперь можно пройти в любом случае на 2-й этаж. Комнату сестры. С любой точки почти 2-го этажа. Так. А это маленькая лестница по прямой, да? Ну ладно.
Будем надеяться, что это так. Причем лестница ведет вверх или вниз, по-моему, тут не очень хорошо понятно. Чё? Там какое-то чучело, мы не будем, короче, на нем заострять внимание. Я еще, блядь, с призраками не бился каждый раз подряд. Пошли они в жопу. У нас только пленки нет, кстати. Все, открываем сеструху. Майю нигде не видно. А Майя уже сквозанула, короче. Прям через решетки стопудово, они же деревянные. Я говорю, их снести с ноги вообще на раз-два. Замок на двери украшен колокольчиком. Так открывай ты его что-то. Я, говорит, использовал. Я сначала тут все обшаманаю, потом шарики буду эти поднимать. Зажимы сломаны, ну давай. Я, наверное, передержал кнопку, сейчас схватит меня. Прям за жопу. Зеленый дневник 5. Дорогой Цуки, я молюсь о том, чтобы ты прочитал это письмо. Я больше не могу оставаться в деревне. Я сказал Яе и Сае, что приду за ними в день фестиваля. Я позабочусь о них, когда они покинут деревню. Я обещаю. Я так полагаю, у нас белобрысый пацан, который там прячется. Ну, точнее, сидит за решеткой. Я вернусь за тобой, когда буду уверен, что они уже в безопасности. Твой Риодзо Монаката. Да, не позавидую. Ну, наверное, давай вот это возьмем. Стой, раз, два, три. Окей, скрытый дневник. Скоро нам предстоит пройти церемонию. Моцуки слишком слаб, чтобы сбежать из деревни. Но я не могу бросить его здесь. Он сказал, что простит меня, несмотря ни на что. Я надеюсь, что смогу оградить Яи и Саи от этого. Ну, типа, ритуала. Я пообещал Моцуки, что помогу Яи и Саи сбежать, как только завершу церемонию. Моцуки станет бабочкой и останется в этой деревне, охраняя ее. Я не могу уйти. Я останусь здесь с ним. Угу. То есть одну девку под нож, а вторая, ну, и она будет охранять деревню. Я понял. Давай, раз, два, три. Ключ с октограммой. Октограмма. Это ключ с клана. Там внутри заперт мальчик по имени Цуки. Может, я смогу освободить его. Короче, ключ дали, который у нас, где пацан сидит. На столе лежит старая книга. Церемония Яи и Саи будет не нужна, если мы станем алыми жертвами. Но если мы провалим церемонию, то жители деревни, конечно же, обратят свой взор на них. Если это случится, то единственным спасением для них будет побег. Мы не можем продолжать в том же духе. Должен быть какой-то другой способ. Я не позволю Яе и Саи думать, что это их судьба. Путь в глубины, соединенный с святилищем Курехи. Есть Куреха, ёпт. Сокрыт со временем, когда через него попыталась сбежать обреченные на ритуал близнецы. Верховный жрец говорит, что они погибли, когда на них обрушился потолок тоннеля. Скорбящие священники запечатали путь с помощью засохшего дерева, что является данью для оставшихся. Короче, где у нас храм, там стоит дерево, в которое я пройти не могу. Это вот как раз путь в глубины. Путь в глубины может быть и закрыт, но он все еще ведет прочь из деревни. То есть потайная лазейка, чтобы из деревни свалить. Окей. Им можно воспользоваться для побега, если удастся открыть его. Гербы вертушки, с помощью которых был запечатан этот путь, хранятся в домах 4 главных священников. Я смог найти герб своей семьи, он был на складе. Если пройти через путь в глубины, то все, что остается, так это сбежать через лес. Возвращение назад — это не вариант. Смогут ли те 2 добрых души сделать это? Ага. Ну это ладно, мы слушать не будем. Сюда. Здесь мы можем спрятаться. Но она про дерево говорит. А нет. Через дерево можно свалить с этой деревни. Она с такой лыбой постоянно показывают ее.
Кремерочек небольшой. Чё нет-то? Сейчас дверь откроется, как схватит тебя за язык просто. Та-дам! Сеструля! Ура! Мио! Мио! Майя? Мио, Майя. Все, пообнимались. Я не знаю, что со мной происходит. Глючит тебя что-то. Но что бы ни случилось, я прошу тебя. Майю. Не оставляй меня. Хорошо. Ты моя старшая сестра. Я никогда этого не забуду. Я искала тебя все это время. Теперь давай выберемся из этой деревни. Верно. Седьмая глава закончена. Ура! Еще 2 главы, короче. Осталось. Сохранить прогресс, да. Тан-тан-тан. Какое ближайшее у нас? Вот это вот. Самое дальнее сохранение. Итак. 8 глава. Убывающая луна. Значит, у нас есть ключ от дома, где пацан за решеткой. Сказали что-то про дерево. По логике вещей, им двоим нужно сбегать и это дерево проверить. Церемония скоро начнется. Майю, пошли. Нам надо выбираться отсюда. Нет, она уже вся головой в церемонии, все, она уже повернута на это деле. Может быть, даже это уже и не сестра вовсе. Ицуки, я хочу видеть его. Я должна увидеть его. Ага. Ну вот как раз, где пацан сидит. Ключ есть. А я один? Где сестра? Все. Ладно. Значит, ну, раз сестра сказала то, что хочет его видеть, то пошли его видеть. Слава богу, что я помню, где он находится. Потом, по идее, нам нужно все-таки идти к этой... к дереву вот этому. Суки. Я хочу увидеть его еще раз, до церемонии. Это все же наша вина. Ну, хочу увидеть, так хочу увидеть. Ключ вот отсюда. Замок на двери украшен октограммой. Все. Окта, это же у нас 8. Темно у вас тут. Трунь. Трунь, а пацан-то уже висит. Повесили Белобрысова, точнее он сам. Пошли, ты нужна на церемонии. То есть помочь им он бежать не смог помочь им бежать. Тем самым сестрам. И повесился. Либо его повесили. Но церемонию сделали, я так полагаю. Видимо, не очень удачно. Прости. Мне так жаль. Прости, прости. Оп. Заключенный мальчик. Возможно, Ицуки... Что? Я не успеваю прочитать. Тут и фоткать надо, и сестру успокаивать. Все вместе. Да ладно ты не ной, сейчас все будет. Что тут такое светится? Подожди-ка. Коснулся. Давай. Эть.
2. Ну, на 3. Нормально, не схватили. Сшитый дневник. Простит ли Муцуки меня когда-нибудь? Я не могу обратить его в бабочку. Я не могу объединить нас вновь. Я не могу. Буду ли я когда-нибудь прощен? В общем, пацана-то, что ничего не получилось, он поэтому и решил сдернуться. Только почему у него не получилось? Он же вроде хотел. Так, что такое мы сфотографировали? Карта деревни. На фото видна карта с красными отметками, которые могут указывать на положение гербов вертушек. Ага. Одна вертушка типа здесь должна же находиться. Вторая в соседнем доме. Третья у нас получается чуть дальше алтаря, где-то на кладбище. А четвертая, я что-то не понимаю. Где-то в доме. Большом. Хорошо. Ну и чё, где моя вертушка? Вертушку-то дайте. 2, 3, ну пойдет. Все равно схватили. Нет, не пойдет. Давай. 1, 2, 3. Хватает. Поднимаемся и берем спокойно уже. Уже предсказуемая механика. Сшитый дневник 3. Я слышал, что дерево скоро посетит Мунаката. Наверное, это потому, что я послал ему письмо с просьбой помочь Яе и Сае. Я уверен, что жители деревни будут рады его визиту, так как он станет потенциальным кусаби для темного ритуала. Я не смогу позволить, чтобы с ним это случилось. Мне надо сказать ему, чтобы он выбирался отсюда. Как я и думал, 3 остальных герба спрятаны в домах Кири, Асаки, Сучихары. Вряд ли кто-то решит, что я попытаюсь сбежать уже после ритуала. Думаю, у меня получится собрать все гербы незаметно. Я должен помочь Яисай сбежать, это мой долг, последний долг. А герб-то даст мне кто-нибудь? Ну давай, может он тут. А ё-моё. Причем гербов-то у нас вот здесь точно один должен быть. Я прям видел на карте. Вот, герб Тачибаны. Хорошо. Все, по идее, да? Больше здесь. Тут наши полномочия и все. Дальше. Выходим отсюда. Там еще какая-то лестница. Сейчас залезем, да посмотрим, что там есть. Понятно. Коснуться можно. Тихо. Раз. Пленка нулевого типа. Отлично. Я прям не зря сюда зашел. Так, систер, пошли. Да, мы хотим выйти. И что, мне опять с сестрой бегать, да? Да, слушай. Что-то есть тут. Подожди, получше надо встать. Вот так. Оп. На фотографии можно что-то различить, но это кладбище. Это могильный камень с именем Сучихары. Так. Значит, на кладбище и премся, но... А что если мы, допустим, не пойдем на кладбище сначала, но пойдем вот сюда? Вот это здание тоже нужно. Асаки. Вот. Дом Асаки нужен. Я видел. Тачибана, Асаки и Сучихары, по-моему.
Оп, детей поймал. Сколько за детей? 1320. Кстати, на карте вот как раз все отмечено, где у нас нужно гербы искать. Камера. 25 тысяч. Улучшение какое-нибудь можно? Подкопить придется. Потом линзы уже вкачаем. Еще побольше себе круг забацать. Вот тут проход. Да есть. Возможно. Нет, если здесь что-то появляется, значит иду я правильно. Опа. Разводилу не разведешь. Нормально. Здорово, Андрей. Пленка как раз у меня, кстати, заканчивается. Стол украшен орнаментом. Такое ощущение, что что-то еще тут есть. Слышал такой звук характерный. Ну-ка, давай осмотрим. Рафт. А, это игра, да, выживач? Ну как? Дело того стоит? Я так что-то... А, нет, я ее даже не видел, по-моему, как играет. Я видел там пару скриншотов, по-моему. Ну, прям звонок типичный. Нам нужно убегать? Появилась. Рафт такое себе. Кстати, а вы играли в Stranded Deep? Я помню, когда она вышла. В альфа-версии. Я в нее поигрывал, вроде как забавно. Хотя насчет выживачей я особо не искушен. Тоже мне максимальный кадр. Надеюсь, мне дважды не придется у нее сносить. Ну это лучше, чем телепорт... Блин, я не успел. Это лучше, чем девка, которая телепортируется. Она хотя бы на месте стоит. Давай так. Медленно, но уверенно сносим. ППшечка у нее. Где она? Она сестру, блядь, схватила. И удрала куда-то за стенку. Только там акула. Акула вместо чего? Вообще, какой самый крутой выживач, на ваш взгляд? Блядь, чуть подачу не пропустил. Ну и чё, где она? Ну да, от нее-то точно увернешься. Она на секунду появляется и все. Летает как-то по одной траектории. Ну, лови. Пойдет. Добили?
Вроде все. Ну, фонарь загорелся, значит все. Форест. Кстати, толковых выживачей-то на самом деле не так уж и много. Ну, кстати, Вальхейм тоже неплохая штука. Мы вот как-то вон с Тостером поиграли вечерок, вроде забавно. Жалко, что только, ну, не окончательный релиз. Поскорее бы ее доделали. Что еще у нас? Рафт. Не играл. Stranded Deep. Играл. Арк. Не запускал. Ну, Тостер у нас фанат Арка. Кстати, вторая часть анонсирована. Не знаю, когда будет. Линза, награда. Увеличивает количество получаемых за победу над призраками очков. Требует критических очков 1. Еще больше увеличит количество получаемых очков. При улучшении. Временно повышает количество. Ну, ясно. Как бы пока арк никто не переплюнул, это мастодонт выживачей. Ну, там просто много всего намутили, как бы, а не факт, что он лучше всех-то. Ну, понимаешь, да, о чем? Сечешь о чем? Так, теперь мы то поем на кладбище. Могу посоветовать Рафт, но надо будет играть. Так скучно. Да вообще, по идее. Хотя нет, смотря какой выживач. Типа Don't Starve Together можно одному. Но если вас двое, то уже в разы прикольней. Так можно к любому выживачу, кстати, отнести. Любой выживач на двоих угарней. Мастодонт. Ну, хорошо, я спорить не буду. Я потому что выживач играл там, я не знаю, ну, вообще считанные разы буквально. ДСТ не очень долго. Что за ДСТ? Don't Starve Together. Я слышу, как кто-то поет, это печальная песня. На вершине холма виден свет от факелов. Идет подготовка к фестивалю. Лучше мне сейчас туда не ходить. А куда мне ходить? Зашибись. Да, ёпа мать. Все, я понял, я не иду туда. Меня автоматически игра разворачивает. Так. Подожди. А она собрала вообще? Я что-то заболтался и отвлекся. Герб Тачибаны есть. Он один, кстати. У меня только один герб. А мест мы посетили 2. Ищем тут. Я типа должен не выходить отсюда, пока не найду герб. Бля, ну где его искать тогда? Кстати, подожди-ка. На карте. Угу. Там, где пацан был, вот этот крестик исчез. Значит, тут прям, я не знаю. Все комнаты шмонаем, что могу сказать. Благо, что он небольшой. Можешь Steam аккаунт ссылку скинуть? В смысле? Чтоб ты в Steam друзья добавился? Ты об этом хочешь спросить? Так, ну тут все. Угу. Ладно. Ты этот какого? Сейчас-то я, естественно, тебе в чате не получится вообще ссылки кидать. YouTube, скорее всего, их заблочит. Он же контролирует вот эти вот, чтобы не спамили всякими этими рекламами. Короче, ты просто возьми, найди в друзьях
подай заявку в друзья, напиши просто название канала Маргулис. Маргулис Channel. И все. И там найдется. Я вот не знаю, в комментариях можно потом после трансляции оставлять ссылки, но, по-моему, тоже не факт. Травяное лекарство замечательно. Вот здесь какая-то была. Ничего интересного. Хорошо. Так. У нас есть еще. Вот мне по-любому туда, где песни поют. Вот только где? Если был бы стереозвук в игре предусмотренный, было бы понятно, где их искать. Тихо. Что-то где-то есть. Причем как-то с разных сторон. А чё систер вся на очке? Точнее, я почему? О! Ты как здесь оказался, Саид? Я его не сфоткал. Кидает Steam ссылки. Ну, сейчас это понимаешь, да? Мне нужно, короче говоря, закрыть игру, закрыть эмулятор и потом тебе ссылку кинуть. Там, я не знаю, может быть, какие-то разрешения можно поставить, чтобы ссылки кидать. Но пытались что-то какие-то ссылки скинуть, короче. YouTube у меня сразу же блочил. Поймайте подношение, чтобы оно что там стало. Что они просят от меня? Какое-то подношение. Хорошо. Где искать-то, блядь, эту герб Тачибаны, точнее Осаки? Может, в самом подвале? Тут еще одна комнатка есть, и потом еще лазейка наверху. Хорошо, что этот дом, блядь, он не такой большой. Я бы сейчас запарился бы просто. Как в последнем доме, вот там просто все в лабиринтах. Тихо. Вчера зашел прям на конец стрима. Вчера был Bloodborne у нас. О, еще дети. Мальчик на веранде. И чего? Она идет. Что-то появилось с него. С пацана из жопы что-то выпало. Кругленькая и светится. Осколок органита. Это радио, блин. Сестра, ну свали. Вот что меня бесит с ней вот бегать, так это то, что она часто мешается просто пройти. Свали. Так, ну еще есть вариант на втором этаже поискать этот герб. Может, прям нужно встать на крестик? Прям ногами на него. Либо детей надо ловить. Ну, послушать, где они начинают кричать. Может быть, когда я всех детей этих переловлю, тогда я найду этот кусок герба. Ну, герб. Сразу надо жопу приготовить. Что-то есть.
Не говорите, что с этими детьми придется драться, как они бесят. Да, ладно. Так, тут ничего. Дальше, в другую комнату. Судя по сердцебиению... О. Девочка за кимоно. И чё? Она нашла меня. Отлично, ну и кто на этот раз? Чё, кто? Кто куда? Где детей этих искать еще тогда? Отвали ты нахрен. Что-то как-то бесцельно тут бегаю. О, что-то выпало. Почему я первый раз этого не заметил? Раз, два, три. Гранат. Мне не гранат нужен. Тут впереди, что ли, появилась? Нет. Мне нужен вообще не гранат, как бы. Стой. Только что же светилось. О. Понимал? Да, пацан, прячущаяся девочка. Девочка. Тысячу за нее дали. Ишь ты. Мне не нужны вот эти вот камни. Мне нужен кусок герба. Ну где его искать-то? Я что, блядь, должен догадаться? Ну да, естественно, я должен догадаться. А где он может быть? Еще раз комнаты по кругу пройти. Хер знает, ну подожди, давай прям выходить. Вот эти дети страны. Все, теперь начинаем их изничтожать. С них должен кусок герба по-любому вылететь. Тихо, сестру там долбят. Ну, второй раз я уже не успел. В принципе, пока они на нее бегут. Так, а? Прилетела-то бабенция мелкой. Слушай, пока они агрятся на нее. Вот, тихо, тихо, тихо. Вот да, иди прям к ней. Ладно, и так сойдет. Детей трое. Как и в прошлый раз. Я вот там в библиотеке как с ними встрял. Блять, исчез. Тихо. Мелкая шляпа тут за мной прям. Где? Вот он. Давай, опа. Еще разок. Слушай, ну... Тихо, сестру драконят. Ну, второй раз я в него не попал. Было бы еще зеленой пленки много. Было бы хорошо. То самое пососной пленкой в них стреляешь. Она вообще как бы у них
Чуть-чуть сносит. Тихо. Оп, иди-ка сюда. Их почему-то проще на Fatal Frame ловить. Вот, и девка тут. Здравствуй. Сучка, тихо. Ай, поторопился. Во, пока они вдвоем сестру ебут. Блять. Ну как же у них полздоровья-то не добавить, ну точно. Вот этой фишки я вообще не понимаю. Короче, дети бесноваться начинают. Пошел нахер. Кстати, ни хрена ему прилетело. Даже Fatal Frame так не сносит, по-моему. Тут же телепорт. Ловля на живца, короче. Еще раз. Перезарядка. Здесь меня не накажут то, что я сестру так подставляю. Так а чё ты пацана-то не фоткаешь? Пацан, главное, сидит, она его фотографировать не может. Да пойдет, хоть так. Они тут, блядь, со всех сторон просто появляются. Тихо, текаем. Вообще не то. Только прицеливаешься, она херак исчезла. Тихо, дети, аккуратней. Да, с 3 сторон. Я еще ни одного не задамажу до конца. Ну, в смысле, не убил. Вот он тут же, только что же был. Пойдет. А второй раз... Нет, второй раз ему не прилетело. Но она ж это... Он аж упал на жопу. О, тихо, двоих. Сучка мелкая. Ай. Пацан. Пацан исчез. Стой. Опять он тут. Последнюю секунду они, блядь, просто исчезают. Только фоткать соберешься. Надеюсь, не все фиолетовые будут тут бегать. Ну и что ты вылупилась? Пошла в жопу. По-моему, у кого-то закончилась полоска. Пойдет. Почти добил. Ну и чё, где все? Понятно. Ай-яй-яй, сейчас меня загрызут. Да ёпа мать, ну вы задолбались с 2 сторон-то нападать. Сукины дети. Чё хотят, творят. Вот давай, грызи сестру. Пас. Пацан. Оп. Поталочка ему. И еще раз. Кому-то там что-то прилетело, я не знаю. Один кадр точно мимо прошел. Давай, поворачивайся, ну. Вот, девку можно? Похер, она пока убегает. Так, -1, точно. А то может быть и -2 уже. Не знаю. Они тут вылетают с разных сторон, телепортируются. За всеми просто не уследишь. Где это дерьмо? Да, блядь. Подожди, они бывают появляются еще раз.
Похер, по чуть-чуть давай сносить. Надеюсь, он последний. Слабое изгнание, да точно. Что-то осталось там, где был призрак. Вот он, герб Асаюки. Ну, наконец-то. Где сестра вообще? Все, пошли отсюда. Так. Можно попробовать подойти к кладбищу. Если там насчет ритуала не будут они предъявлять, то что там типа вот у нас ритуал, мы тебя туда не пустим, то возможно мне повезло и сразу пойдем на кладбище. Да, нам сюда. Тури, татури, татури, тури, тури. На кладбище не пускают. Гербов у меня получается 2 из 4. Как вариант, можно сестру оставить. Там, где этот, где у нас дерево. Может быть, меня из-за нее не пускают туда. Да, вот он, этот дом. Слушай, а можно, получается, отсюда, что ли, зайти? На кладбище? Ладно. Да, давай мы топаем в дом сначала. Стой. По карте. Все, верно я шел. Что ты мне мозги делаешь? Сначала мы, короче, топаем в дом, потом на кладбище, и потом идем к дереву. Хотя по логике вещей, как они говорили. Чё? Я смогу сбежать из деревни, если включу механизм внутри засохшего дерева. Но для начала мне нужно найти фамильные гербы. Так, да, я это уже понял. В этот дом не пускают, но есть вот здесь вот один проход. Точно, а эта же дверь никогда у Нейса не работала. Труха хромает, значит, пока еще до конца в нее бесы не вселились. Вот тут проход, вот в этот дом. Да, где этот герб искать, конечно, вопрос большой. Угу. Так, дом Кири. Хорошо. Этот дом самый большой. Тихо. А вы кто такие? Надо было ближе подойти просто. Получилось? Нет, не получилось. На фотографии можно что-то различить. Это похоже на спину одетой девочки в черное кимоно. Это похоже на спину одетой в черное кимоно девочки. Вот. Мне бы еще V-Mode для управления. На фотографии лицом к этой стене стояла девочка. Хорошо. Да. Раз. Оп. Ну, второй раз уже точно тебе никто не хватает. Стена повернулась и открыла тайную комнату. Гарри Поттер, блядь. И что? Здравствуйте. Хули ты знаешь? Вставай, соберись, тряпка, у нас еще 2 раунда.
2, 3, 4. А, и все? Нет, мне просто так этот герб не отдадут. Но я не верю в это дерьмо. I don't believe this shit. Да. Закрыто. Потому что что? Потому что все. Короче, меня закрыли в лифте с этой мелкой девкой. А дверь открывается. Подожди, а если мы просто удерем отсюда? Вот чтобы без драки. Герб-то я взял, правильно? Сестра, ты со мной? Нет, ее там дрючат. Она не пойдет никуда, пока я этого призрака не поймаю. Но хорошо тем, то что они на нее нападают. В первую очередь. Нет, нихуя не на нее. Надеюсь, она не сдохнет. Ну, в смысле, у нее как бы количество жизни у сестры не ограничено. Пусть они ее там грызут и так далее, а я буду фотографировать. Сестра как приманка. Приманошная. Кстати, интересно, а почему у меня камера, да? Экипировка. Линзы стоят. Отталкивает, замедляет. Сила атаки. Ну давай замедление, допустим. Угу. Взрыв. Хорошо. Почему интересно? Кстати, можно прокачаться. Почему интересно у меня не срабатывает вот эта штука с максимальным уроном? Да, тоже можно вкачать. Попробуем. Чуть увеличим себе время на фатальный кадр. Стой, она сзади. Где она? Я успел. Во второй раз не успел. Ну ничего. Вон эта шляпа. Ладно, пойдет. А почему их две? Как давно их две штуки? Я думал, она одна. Подстава, подстав. Опа. Получилось второй раз треснуть по ней? Хрен знает, но вроде да. Так, дети, блядь. Их двое. Одна прям за стенкой, у меня рукав вижу. Ну, кого ловим-то? И так сойдет. Они там прям в шоке все стоят. Все, заныкались. О. И... О, да, блядь. Здорово, Тайсон. Как ваше ничего? Где он?
Где эта падла мелкая? О, блядь, исчезает. Они с двух сторон причем. Это, ну где? О, иди-ка сюда. Чпок. Да ладно, что так мало прилетело-то ей? Ждем. Блять. Она и меня, и сестру, короче, грызанула. Печально. О, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ручки мелкие. Где? О, грызи сестру. Давай, давай, давай. О, бля, вроде получилось. И ни одного кадра. Что за фатальная херня? Ни одного кадра им не прилетело. Так нечестно. Пойдет. Хоть какой-то урон. Где? Где? Ижик. Тихо, меня грызут. Чуть было не было. Где эти? Ну, вылезай. По-любому со спины где-нибудь. Сеструля, отвали. Вот грызите ее. Прям за коленку больную. Давай, куси. О, вдвоем, кстати, идут, смотри-ка. Небывалой щедрости аттракцион. Двойной урон. И вот так вот. Минус одна. Слушай, а обе сдохнут? Бля, вроде обе. Что-то с них вылетело еще. Ну, поднимай это дерьмо. Давай, раз, два, три. Ё мать. Раз. А теперь на счет раз побежала. Ты суки, а какие? Ну теперь точно можно. Можно брать спокойно. Пленка. Нахрена вы мне даете это синее дерьмо, когда всех призраков надо уже ушатывать давным-давно зеленой? Вот просто за игру дали зеленую пленку, ну раза 3, наверное, ну 4 максимум. 37 кадров, с учетом того, что я кадров 6 всего потратил. Ну примерно. Yes. Зато пленки 90 много, кстати. Нулевая пленка пойдет на финального босса. И это тоже, кстати. Вот эти две частично. Вот это пойдет точно тоже на финального. Зеленая это уже до финального босса будем бежать. Так. Все, можно, в принципе-то, валить наконец-то с этого дома. Так вот, они не дают нормально зеленой пленки. Почему-то в первой части ее давали вообще как бы вдоволь, хотя бы с середины игры точно. Ты уже только переходил и фоткал только на зеленую пленку. В синей ты фоткал всякую уже дичь там. Кто там на тебя выпрыгивает, вылетает и без, ну, как бы. Уже можно было не это какое, не париться, то, что у тебя там пленка закончится и так далее. Синюю давали прям как следует. А зеленая чисто на призраков шла. Тут же просто все время тебе пичкают синей, зеленую не дают ни хрена. Зеленая хоть быстрее просто урон наносит больше. Так. Теперь нам нужно на кладбище. Судя по карте, тут есть проход. Вот прям тут. Но я никогда этого прохода вообще не видел. Всегда я шел вот туда.
А, вот в чем дело. Это дерево, это не кладбище. А почему? Ну ладно, пойдем к дереву. Почему так, я не знаю, но... Может быть там какой-то потайной проход, я не знаю. Ну, отметка была то, что на кладбище есть какое-то там могила, что ли. Ладно, пойдемте сестру, короче. Нам надо замедлиться. Моя нога. Пойдем сестру, короче, сдадим туда. Хромай ты быстрее, блин. Хочется подойти ее за шкварник схватить и тащить ее. Это дело надо сфотографировать. Оп. И теперь этот проход у нас открыт. На фото изображено другое место. Может, алтарь, святилище? Да, да, алтарь. Тогда к алтарю пошли, что делать? Что надо? Подожди, говорит. Сама в 1,5 метрах от меня стоит. Подожди меня. Пошла ты нахер. Мио, моя нога, она очень болит. Ну, как говорится, нога не жопа, завяжи, лежи. Пацан опять. Пацан тут, я смотрю, регулярно, кстати, появляется. Вечно смотрит туда. Да пошла ты. Да, внутрь здания. Там на алтаре такая крышка какая-то лежит, я не знаю, святилище Курехи. Куреха. Тихо. Вот так вот. На фотографии можно что-то различить. Это проходящие сквозь забор близнецы. А фишка-то проход с деревом открылся или мне нужно куда близнецы? Да, открылся. Ладно. Проверяем. Может быть туда, где они забежали? Я понял. Хорошо, хоть не 2. Ну, ты и урод. Давай заново. А что если вообще туда не идти? Прям не заглядывать. Хотя с него может что-то полезное выпасть. Опять меня, короче, заставляют биться в лифте с призраком. Ну что-то. Ладно. Раз игра просит, не будем ей отказывать. Вот так вот. Оп. Вот так тоже. Но судя по тому, как он быстро попадается под удар, убивать его придется 1,5 раза. Окей. Сейчас. Самый важный момент. Ответственный, так сказать. Депортатор херов. Ну, допустим. Всю игру синей пленкой я фоткаю. Просто, ну, это какой-то, блин, отстой просто. Вот так. Чтоб сеструху не дамажил.
Стопудово. Ай-яй-яй. Тихо. И вот так вот. Опа. Да, по-любому 1,5 раза надо будет его убивать. Чудес не бывает. Пошел. Лучше по чуть-чуть ему задамажить, чем он будет портироваться и рисковать каждый раз. Ну вот так вот. Не поймать его. Где? Ну? А чё ты его не перестала ловить-то? Я вообще не понимаю. Пойдет, короче. Вот так вот. Он как раз свои головы собрался выпускать. Чуть осталось-то его добить. Ну. Да, он уже тут не появится. Где? И он ускакал куда-то. Ну и чё? Ага, он вылез за стенки, сестру дернул, короче, прям рукой только одной вылез. И все. И куда-то спрятался. Конец. Пойдет? Ты, блять. Ты задолбал телепортироваться просто. Причем он иногда прям в тебе появляется. Вот так. Близкий кадр. Да ладно. Не будет второй фазы фиолетового дерьма? Вот спасибо. Так, ну что-то же должно, наверное, с него выпасть. Интересного. На двери висят талисманы. Она плотно закрыта, я не могу открыть. Неважно, как сильно я пытаюсь. Понял, принял. Ну и чё, зачем мы с ним дрались? А, сестра же не двигается, пока призрака не поймаешь. Призраки появляются в любом случае. Подожди. А здесь же должен быть герб, разве нет? Вот это он? Раз. 2. 3. Все, можно брать. Заметки фольклориста 7. Я просматривал древние тома и нашел карту, на которой нанесено положение пути в глубины. Похоже, это какая-то подземная пещера, используемая для церемонии, но карта была настолько старой, что я не смог ничего разобрать. На ней был нанесен выход из деревни. Путь в глубины находится где-то в основании святилища. А герб мне что не дали-то? Вали. Вот там что-то появилось. Может, это он? Раз, 2, 3. Понятно, это для радио фишка. А слушай, может быть, мне не надо герб вот здесь прямо искать? Может быть, он уже там валяется, непосредственно вот в этом проходе, где дерево. Сеструля, ты со мной? Отлично. Сейчас мы ее дотащим. Ну давай. Здесь он один?
Пойдет. Лучше медленно и уверенно снимать ему его по чуть-чуть. Все равно, типа, скоро конец игры, как бы, и синяя пленка особо не пригодится больше. Попал? Ну, чуть-чуть. Тоже пойдет. Угу, как прилетело этому Аксакалу. Иди сюда. А тоже. Нормуль. Тоже нормуль. Вылезай. Фига, он сзади. Хорошо, что он один тут. Эти, ну. Вот очень плохо, когда они в тебе прям появляются. Прям из ряда вон. Теперь он где-то в текстурах. Пойдет. Если у него еще половина здоровья сверху не появится, то осталось один раз. Ну и чё, где он? Допустим. Да. Еще пол здоровья сверху. Я не знаю, почему это происходит. Почему у них добавляется еще половина здоровья всегда. Я, может быть, как-то что-то не так фотографирую, но насчет этого что-то я вообще в интернете ничего не нашел. Тут еще головами своими стреляет. Вот иди сестру лови. По-моему, на замахе его можно хорошо задамажить. Ну и так тоже пойдет. Вот так вот еще. Ура! Изгнали этого мудака. Все, нам с него ничего не дадут. Понятно. Сколько очков? 18, а надо, по-моему, 20, да, с чем-то? 20. Ну и ладно. Все, полезли в эту дырку. Среди корней этого древнего дерева видна дыра. Она постепенно переходит в пещеру. Все, сеструля прилабунивается покемарить, что ли? Да, да, она должна здесь остаться. Майя? Мне надо отдохнуть. Майя, ты в порядке? Прости меня. Засохшее дерево. Так, а почему у нас ходов два штуки? Один, видимо, на кладбище, может, ведет. Суки, это наша вина. Похоже, что она спит. Наелась и спит. На святилище выгравирована
вертушка. Видимо, это открывающий дверь механизм. На нем есть 4 выемки, в которые можно вставить такие же гербы. А, гербов у меня 3 штуки. Хотя, подожди. Знакомая могилка. Раз. Нет. Это заметки фольклориста 12. Церемония в деревне тесно связана с идеей близнецов. Но похоже, что до них не дошел указ о том, что старшим считается тот, кто первым вышел на свет. Ну, логично. Все верно. Местные жрецы смеялись надо мной, когда я рассказал им об указе. Они сказали, что их традиции всегда были такими и никогда не изменятся. Старший тот, кто родился последним. Странно. Почему так? Вот какой? Похоже, что есть и другой вход. Куда же он ведет? Ну вот и пойдем туда. По-любому он на кладбище. Видимо, здесь я могу выйти наружу. Ну давай. Ага. Мне не то оружие нужно. Значит, пошли во второй. Стой. Вот туда пошли. Надо будет поискать. Вот это вот у нас вот как раз и кладбище. Прям как это. Тут это дерево вот здесь находится, а кладбище в другом месте прописано. Ну слушай, я, кстати, помню, что у меня на кладбище валяется этот кусок пленки небольшой. Там 14-я пленка, она мне просто не поместилась в прошлый раз. Ее можно взять. Оп. Фотография. На фотографии можно что-то различить. Дамочка. Вы слишком быстро нападаете. Подожди, говорит. Что тут ждать-то? Но в этот раз с ней чуть удобнее биться, потому что мы не находимся на мосту на узком. Просто бери ее и лупи. Чик. Сейчас мы по чуть-чуть, не торопясь, у нее все снимем. Кстати, все равно мы, кстати, мы также находимся на мосту, на узкой территории, как бы, но хотя бы тут есть несколько проходов. Я буду туда-сюда бегать и потихоньку ее подкрыть. По-любому у нее тоже будет 1,5 здоровья. Не вовремя я как-то к ней побежал. Так, вот так почему-то урона больше прилетает ей. Странно. На PS2 была чуть попроще боевка. Тут они что-то понаворотили, и мне непонятно некоторые аспекты. Все, пробегаем. Вот так. Еще разок. Но этого хватит. Все равно у нее 1,5 здоровья. Я не понимаю, как тогда, короче, надо набирать шкалу, чтобы у них лишний раз здоровье не появлялось. Рано. Ну, блять.
Да, как ни крути, почему-то у нее есть еще дополнительное здоровье. Просто если бы хоть что-то написали в интернетах ваших, как правильно-то их фотографировать. Потому что обучение мало чего рассказывает в этом плане. Как должен именно загораться круг и так далее. Чтобы у них еще здоровья дополнительного не было. Вот как? Ты ж только что там исчезла. Как она меня ударила, не понимаю. Бежимте, бежимте. Пойдет. Ну еще, наверное, раз 5. Где? Ну да, естественно, где же она может быть? Если она подозрительно куда-то на секунду исчезла, значит все. Она уже где-то по-любому за тобой. Пойдет. Да ё-моё, ну. Недостаточно ударил, чтобы ее откинуло, что ли? Так сойдет. Ой, душная тема какая. О, хоть урона хорошо и бахнул. Все, понятно, бежим. Тихо, поворот. И фоткаем. Успел, не? Да, все, наконец-то добил ее. Там, где был призрак, что-то осталось. Похоже на маленький камень. Вот. Герб этой тут Цучихары. Где-то еще вот внутри кладбища у меня валялась пленка. Вот, я вижу ее. Я ее тогда еще помню, что оставил. Но не взял. Раз, два, три. Нулевая пленка. Подожди, а как вот туда попасть? Давай, раз. Понятно. Давай. Раз. Два. Три. Быстрее. По-моему, это она. Всё, вроде больше других объектов я не вижу. Возвращаемся к сеструхе. К сестре возвращаемся, вставляем все гербы вот эти вот. Начинаем крутить их по-всякому. Вторая головоломка такая с этими крутилками в игре. В первой части, по-моему, было их 3, что ли, или 4. Если не больше. Я ставила 4 герба на места. Так, у меня же есть 6 ходов. Первый. Второй.
Раз, два. Нет, это вообще, в принципе, смысла нет вращать. Давай. Еще раз. Раз. Два. Теперь надо вот этот не трогать, получается. Пока что. Вот этот тоже мы не трогаем. Вот этот. Раз, два, три, четыре. Нет, тоже не трогаем. Раз. Два. Три. Так. И вот этот раз. Отлично. Ну, какой-то проход открыл. И ветер подул. Да, вот как раз открылся проход для тайного этого ритуала. Ой, я даже знаю, где дверь открылась. Понял, принял. Сзади маленького святилища дует холодный воздух. Может, и открыла путь, ведущий в подземный проход? Но забава-то в том, сестры уже на месте нет. Забава-то в том, что ты можешь с этого подземного прохода выйти. Но. Чё? Надо с ней было поговорить. Майя? Что бы ты ни сделала, я прошу тебя. Попробуй встать. Нам пора вернуться домой. Ну как же без финального босса? Даже если она встанет, все равно не дадут мне так просто сбежать с этой деревни. 8 глава, убывающая луна, закончена. Последняя. Final Battle. Последняя глава. Пум-пум-пум. Где бы сохраниться-то? Давай вот тут. Алая бабочка, финальная глава. Итак, мы должны выбраться из этой деревни. Она со мной? Она со мной. Вот тут у нас проход открылся. Мы можем выбраться из деревни, если пойдем в то святилище. Угу. Мне не дадут ее увести. Мия, смотри. То, что она повалялась в этом пещере, в этой поспала, это же ничего не дает. Она хромая, бегает плохо. Ее поймали. Ну, ее в целом давно уже поймали, как бы. Был вопрос времени просто. Итак. Снова у нас ребятушки. Тройной получится? Бабах сделать. Тройной кадр. Но все равно у одного уже здоровье почему-то фиолетовое опять стало. Ну ладно. Будем так лупить. Как я им хорошо снес. -1, даже, по-моему, -2. А третий просто за ними шел,
Ему меньше всего доставалось. Чуть-чуть. Оп. Да опять, ну. Интересно, а что мне за него дадут? Стоит ли вообще с ними связываться? Но урон неплохой. Даже обычной пленкой. Пойдет. У них просто жира поменьше, но они нападают втроем. Все. Давай смотреть, что за них дадут. Если нет, тогда максимально попробую игнорировать этих ребят. Вообще ничего не дали. Да вы прикалываетесь, что ли? Сами тогда убивайте своих призраков, экипировка. $22 000, не хватает ни на что. Ну и ладно. Так. Смотрим, куда ее утащили. Тащили ее как раз в то место, где у нас была библиотека, где они там вдвоем встают на какие-то площадки. Дверь открывается нам вот в то место. Ну, в принципе, игра сейчас поведет меня туда. Вот как раз она по мосту, где у нас баба тут летала. Из воды выпрыгивала. Я, говорит, помню какое-то лицо там. А, мне нужно еще дойти, да? Захромую. Меня тут жрецы уже ждут на ритуал. Но я знаю, помню это место, помню, где находится. Сейчас мы по-быстрому туда доберемся. Сейчас приду, не орит. Та-дам-та-дам-та-дам. По идее, ну, из больших боссов только 2 осталось. Мужик, который у нас будет держать ключ к ритуальному вот этому алтарю. Все остальное будут мелкие призраки, но сильные. Ладно, не буду я никого уже фотографировать. Дети носятся сверху где-то, они там бегали. Ничего страшного. Вспомнить бы, где в том доме вот эта библиотека находится. Мне главное до библиотеки надо дойти, а там я уже помню, куда именно. Опять она в начале моста. А, это уже другая. Избранные становятся бабочками и поднимаются в небо. Бабочки оберегают деревню. Если это моя судьба, то пусть будет так. Все, она чик-чик уже в кимоно переоделась. Она уже готова стартовать. Попробуем сейчас сразу же, игнорируя всяких маленьких призраков, ломануть туда, через библиотеку к ритуальному этому, чтобы драться уже с боссом предпоследним. Стой. Что-то появилось.
Раз, два, три. Однажды, когда я и Саи были еще детьми, мы пошли играть в кручью на краю деревни. Там мы дали друг другу обещание. Обещание, что будем вместе. Саи, давай будем вместе всегда. Будем вместе, даже если покинем деревню. Я всегда буду защищать тебя, Яя. Мы пообещали другу всегда быть вместе. Я слаба, и когда-нибудь придет время, когда я уже не смогу последовать за тобой. Придет время, когда ты оставишь меня позади. Я чувствую, что чем дольше мы живем, тем дальше отдаляемся друг на друга, и меня это пугает. Впрочем, по-настоящему мы никогда и не были даже вместе с рождения. Вместе даже с рождения. Вот почему я хочу, чтобы мы стали одним целым. Я и я, две сестры, одним целым. Став одним целым, мы можем быть вечно. Ну, понятно. Кстати, дверь открылась, которая была закрыта. Там, откуда я спускался только что, откуда у меня сестру утащили с того момента, если резко повернуться на 180 градусов и убежать одной, то это будет еще одна из концовок. Считается самой плохой концовкой. Типа сестру ты бросил, короче, и до свидания. Там, после того, как она убежит, будет гейм-овер и все как бы. Вот. Поэтому на хорошую концовку, одну из 6, ну, если плохую считать за концовку, тогда одну из 5 концовок мы сейчас получим. Только какую именно, я не знаю. Все, бабочки туда полетели, значит мне туда. Угу. Слушай, да они прям мне показывают, куда я бежать-то должен. Замечательно. Рунь. Хотя, по-моему, у нас сестра идет по этому же коридору, но только он чуть дальше. Я помню, куда бежать, потому что я тут круги по этому дому нарезал. Не знал, куда идти. Я вообще не могу разобрать, что они там говорят, шепчут что-то. Мне так жаль. Мне так жаль. Ну, сестры бред там и так далее. Пойдем вместе. Ну тут дети эти второй раз не появляются уже. Я же их типа замочил в прошлый раз. Но они сложные. Я прям с ними очень долго дрался. Я на них, в принципе, все эти лекарства и потратил, которые у меня были запасены. Я знаю, что ты обязательно вернешься сюда, если я останусь в деревне. Может мне стать бабочкой в одиночку? Сделав это, я смогу быть здесь вечно. Я могу стать бабочкой и вечно ждать тебя, Яи. Прямо как мы обещали друг другу в детстве у потока. Я знаю, что ты вернешься и найдешь меня. Я уверена. Сае. Саи, Яи, кто из них, кто, я не знаю. Ну, короче, кто-то из них отказался, кто-то, наоборот, решил забацать ритуал. Так, а мне вниз вообще. Тут лестница немножко странно построена. Можно спуститься с двух сторон, но все равно она идет наверх, поднимается. Теперь не сюда или сюда. Сюда вроде. Теперь надо наоборот вверх подниматься. Прям идем по пятам сестры. Вот она здесь поднималась. Только с другой стороны. Она вот по той лестнице по прямой поднималась. Не знаю, какой проход из них будет рабочий. Но, кстати, в прошлый раз мы эту дверь открыли вдвоем. Угу, не работает.
Бабочки с другой стороны летают. Значит, с другой стороны пошли обходить. Тарантантан, тарантантан, тарантантантан. Оп, дева в белом. 220 очков за нее дали всего лишь. Не густо. Хотя призрак очень быстро появляется. Я ждала. Я ждала так долго. Ждала и ждала, подумай. О, что-то можно взять. Что это такое? Раз. Оп. Пятый раз за игру дали мне зеленую пленку. Ну, спасибо. Такое ощущение, что я на харде играю, я не знаю. Так. Сейчас будет у нас предфинальный босс. Он довольно-таки непростой, как бы. Давай мы поставим вот эту пленку. Но все равно надо экономно ее расходовать. Больше мне ее не дадут. Это еще не весь ритуал. Это, видимо, подготовка какая-то. Я не знаю, что это за мужик вообще. А, это этот фольклорист, может быть. Меня увидели. А что, мне со всеми надо драться? Шапочка прикольная, мужик. Ну, допустим. Это побольше урона наносит. Не по 20. А где он? Вон он. За колоннами ходит постоянно. Оп. Ну ладно, пойдет и так. Не будем жадничать. Где он? Я понял. Пойдет. Этот товарищ у нас предпоследний, так что не будем торопиться, аккуратно. Он один тут, я не пойму. Или их несколько? Чуть-чуть урона. Но у него жира, кстати, полно, я смотрю. Возможно, в зеленую пленку придется потратить на него. Опять свою херню выпустил. А, не то. Ага. Бежим вперед. Все, эти головы перестали летать за мной. Ни хрена они не перестали. Все, вроде теперь перестали. Да нет. Ну как? Как долго я должен уворачиваться от них?
Все, перестали летать. Бля, ну опять свою херню выпустил. Стой. Если бы вылез, я бы ему треснул чуть-чуть. Отличный босс, который прячется за стенками. Ты его ударить не можешь, зато он в тебя стреляет. Гениально вообще. Наконец. Пойдет. Медленно, но уверенно. Если чуть-чуть передержать, он просто спрячется за стеной в очередной раз и все. Тихо. Он наверняка сзади. Вот, передержал. Неплохо. Половину снес. Я не понимаю, где он. По-моему, он голову выпустил. Вот так. Он только уходить начал. Допустим. Угу. Так пролетело ему сказочно. Я его еще вроде замедлил. Не знаю, где он. У него по-любому еще полуздоровья появится. И головы. Ну или что это, какие-то там огни белого цвета. Давай сейчас кружочек навернем. Они должны исчезнуть. Ну и чё? Где ты? Блять, он еще один выпустил. Еще пачку этих. Ладно. Сейчас я пробегусь, пока он не появится. Где он? Вот достала. Да. Тяжело его. What are you play right now? I need some fucking photograph. Тихо. Вот тут он. Ну, куда же ты делся-то? Вот. Хорошо, прилетел. И он куда-то ускакал. Стоять. Тихо, 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 тихо. Допустим. Ну, я же говорю, у него еще полздоровья сверху прилетит. А чё у него так много появилось? Как это работает? О,
Он еще народу позвал. Их теперь несколько. Ну, допустим. Я представляю, что будет, если еще у каждого из них появится еще по полу здоровья. Это будет битва легендарная просто. Ну и чё? Где они все? Хотя бы я его пометил. Пойдет. Слушай, а может быть прям его и убивать? Все без геймов типа наденет. Ты о чем? Так, это не те. Это не те, кто нужно. На них можно внимания не обращать, пока он сам не появится. Нужно прям вот на фиолетовый ориентироваться. В принципе, хорошо, что у него лишнего полздоровья есть. Я его хотя бы видеть буду. А вот эти вот ребята меня не интересуют вообще. Ну и чё? Появляться-то будем? Ты чего душный чувак, а? Вот он. И пойдет. Сейчас его еще раз долбану заряженным ударом, надо только заряд накопить. Урод, а? Тихо. Он появляется, вроде собирается броситься на тебя, тут же исчезает, портируется, вылезает где-то из стенок. Что происходит? Ну, кстати, был Fatal Frame, но я вообще запутался. Он как-то, как обычно эти призраки делают, он появился где-то во мне. Вот так вроде. Да, точно. И чё? Вот он, тут. Нет, это не тот, кто мне нужен. Будем бегать. Какой Джеймс? Тут предфинальный босс на носу. Пленка-то кончается. Они все за мной охотятся. Но в принципе, если я главного убью, то по идее остальных бить не надо будет. Ну только где он? Если бы он не появлялся на 2 секунды. Понятно, это не те. Это все эти охранники, его жрецы. Дальше. Вот он. Ну куда ты уходишь-то? Мне не дадут выстрелить. I need shoot right now. Ну и чё? Вот он. Вот как? Как мне с ним бороться? Он вылезает чуть-чуть из стены, спамит своих уродов и прячется обратно. Все. Плюс с учетом того, что основную полоску здоровья я у него снес. Осталось еще дополнительное какое-то здоровье, я не знаю зачем. Блять, ты задолбал, вот честно.
Можешь мне их долбануть пока. Ну так, просто для профилактики. Допустим. О, и головы заодно полетели. Замечательно. Ну и где ты? Здорово, Лайми. Блин, по логике... Нет, это не он. Это его охранники. Которые тоже портируются и тоже прячутся в стенках. Успел? Ни хрена я не успел. Вот он. Ну, быстрей. Хоть что-то ему треснуть. Блять. Заебали они, короче. Понимаю, что за игра. Я не про название. Я не совсем понимаю, что ты хочешь сказать. Типа странная игра себя ведет. Бегаешь и фотографируешь. Забава в том, что призраки нападают на тебя из-под тишка и прячутся в стенках. Ты не можешь их адекватно вот так вот поймать. Тебя дамажат просто на каждом шагу, просто из-за того, что ты остановился. Бегать ты перестаешь только чтобы нацелиться и выстрелить, ну, фотографировать кадров. Забава в том, что не всегда это получается сделать. Вот где они? Он херак свою башку высунул и обратно спрятался. И тут же тебя второй дамажит. Пошли вы в очко. Кто меня сейчас вот треснул просто? Все, пока нацелился, он уже удрал куда-то. Я не буду ждать его дольше. Пошел он нахер. А то мы тут надолго. Может быть, правда, нужно обоих жрецов замочить. Блять. А здоровье у тебя ровно на 3 удара. Ну давай, блядь, нет. Я хочу хороший удар, заряженный удар оставить прямо на него. Эй, Джошуа, что-то я вообще не понимаю, что ты пишешь. Какой-то набор букв вообще. Я так полагаю, у него там переводчик забавный попался. Ну и чё? Этот мужик должен светиться фиолетовым. Пойдет. Может быть, надо этим жрецам тоже снести здоровье то до кучи. Но я считаю, это вообще нечестная херня. 3 врага против тебя, плюс еще у тебя у босса финального, ну, предфинальный босс. И у него появляется еще дополнительная полоска здоровья. Пойдет. Чё? Эрмай, фаворит, листьями дать гантели. Листьями дать гантели, вообще гениальная фраза. Тихо, а вот головы не очень тема. Придется побегать. О, тихо. Да я не успел вообще даже его сфотографировать. Ну, допустим, так. -1. А он будет еще, интересно, призывать таких же? Ни хрена, я по нему бахнул. От души душевной. Еще чуть-чуть. По идее, наверное, если я убью вот этих двух, то может быть
они больше не появятся. И он начнет появляться чаще. Чё черненькое одно отби лайк. Это бред вообще. Ладно. Так, он сдох без дополнительной полоски здоровья. Хорошо. Теперь этот урод должен где-то появляться. Как раз у меня удар заряженный. Я прям для него берегу. Чтобы как следует садануть по нему. Но он тусуется за стенками. Мне его не вытащить оттуда. Вот он. Давай, 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 давай. Ну. Ладно, ему прилетело, но... Слушай, да и меня даже не задамажило. Вот еще бы такой заряд ему треснуть. Ждем. Перушки. Он заныкался. Он сзади, да? Падла. Он мне зеркальный камень разбил. Только что. То есть у нас этот чувак начинает... В конце драки с ним начинает шотать тебя просто. Еще чуть-чуть. У него еще чуть-чуть здоровья осталось. Ой, блин, какая-то затяжная битва. Пошел ты в жопу. Наконец-то. Церемония пройдет с одной Сае. Ну почему же я ей убежала? Все, ключ дали. Ну вот эта фигня всякая. Бла-бла-бла. Мы выходим отсюда. Все. Мы сейчас направляемся к финальному боссу. Через куча врагов. Ключ бабочкой украшенный. Игра меня предупредила, типа, если ты там что-нибудь не сделал, то иди там все найди, что надо. Иначе будешь как урод переигрывать. Мио, подожди, ты должна сбежать одна. То есть меня сейчас игра подбивает, чтобы я закончил ее на плохую концовку, удрав через алтарный вот этот вот проход без своей сестры. Быстрее, прошу. Мио, нет, не подходи, иначе... Значит, тоби пизда. Я знала, что ты придешь. Мы же обещали быть вместе. Мы сбежим вместе. Угу. Но все мертвы. Давай, раз. 2. 3. Нет. Диктофон очередной. Тут сейчас у нас будет много слепых врагов. Я не знаю, они тут будут сыпать просто с разных сторон. Давай попробуем их скипнуть и так пробежать. Потому что с ними бодаться можно очень долго. Понятно. Оббежать их можно как-нибудь? Интересно. Или прям нужно с каждым драться? Я где-нибудь поближе здесь сохраню сейчас. Угу. Тихо. Он все равно меня видит. Падла. Оббежать. Вот меня это дело интересует. Потому что сзади еще один. Не, они целенаправленно прям на тебя бегут и ничего не сделаешь. Да, последний раз пробую и все. Они прям идут тебе навстречу.
Ну, один хватает. Хорошо. Допустим, если мы получаем урон, мы можем пробежать. Да отвали ты. Отвали, говорю. Тут второй тоже подрывается. Игнорим. Сколько, кстати, у меня травы. Бежать-то тоже путь не близкий. Если каждый меня хватать будет, то это очень плохо. Но я 12 раз могу полностью здоровье это подхилить себе. Ладно, попробуем так. Прям по спидрану. Все равно он тебя хватает. Ты смотри, какая падла. Ладно, короче, будем биться с каждым. Что делать? Это займет, я не знаю, много времени, короче говоря. С учетом того, что у них еще дополнительные полоски здоровья будут, блять. Да вы издеваетесь. Не знаю я, скипывать их или... Хоть бы кувыркалась куда. Да, от этих двух мы пробегаем. Одного все-таки придется там пострелять. Надеюсь, я паровоз не соберу. Ну, тех, кого я сзади оставил, чтобы они меня не догнали. Этого точно не пропустить. Так и тех тоже, в принципе, было не пропустить. Если с каждого урон получать, тогда можно. Ага, и те тоже добираются до тебя. Я понял. Бежимте. Тут два варианта. Либо рубиться со всеми, либо бежать и страдать. В принципе, когда финальная сцена пойдет, когда пойдет финальная сцена, они меня уже точно не догонят. Что тут у нас? Хе-хе-хе. Так и знал. Раз. Два. Да ты... Блять. Куда стали, а? Раз. То на счет 1, то на счет 3 они летят. Что за рандом? Пленка 90. Можно, в принципе, этих чуваков пленкой 90 лупить. Здесь, по-моему, еще парочка будет. Ага. Карта. Я не знаю, какой у меня проход. Факт в том, что их подуваю. Давай, предметы. Стой, не то. Камеру. Пировка. Пленка. Эту ставим пленку. Рубиться вот с этими тогда гавриками будем. А второй там уже руками машет. Замечательно.
Надо же. Тихо. Ну как? Отвали ты от меня. Короче, игра прям вынуждает, чтобы ты все хилы свои потратил, все пленки хорошие. Чтобы там просто на соплях бился с этим, с финальным боссом и все. То иди ты нахрен. Да. Угу, туда никак. Стой, подожди. Куда-то забежать-то? Может быть, просто дальше? Если здесь два тупика у нас. Ну да. Слушай, тогда можно этих товарищей игнорировать вообще. У меня такое ощущение, что я как-то неправильно бегу. Нет, все верно. Наконец-то ты пришла, Яя. Наконец-то. Мы можем стать одним целым. Я знала, что ты придешь. Я ждала тебя так долго. Давай выполним церемонию. Она объединит нас. Так. Давай, прежде чем мы будем драться с финальным боссом, мы сделаем быстренько перерыв. 3 минуты. Я сейчас подойду. Поехали. Биться с финальным боссом. Давай станем одним целым. Давай. Убей, не убивай. Их тут 2. О,
Я не буду тратить хорошую пленку. Сколько здоровья финального босса, я не знаю. Одна из концовок, кстати. Яи. На этот раз церемония будет завершена. Нам надо поторопиться. Покаяние уже близко. Хорошо. Чё, никого нет? Еще ниже надо спускаться. Сае. В общем, они пришли туда, где проводится ритуал, видимо. Он еще ниже, значит, проходит. Всегда. Я буду ждать всегда. Че, они маски посрывали? Типа зло вырвалось наружу. Ну и отсюда все стали призраками в этой деревне. Стой, мне нужно зайти туда. А нет, я двигаться не могу. Стой. Пленочку меняем. У меня типа есть 10 кадров. Че в черно-белом свете? Ну и чё, где он? Понятно. Куча голов на себе выпустил. И слинял. Я так полагаю, что этот товарищ у нас ваншотит. Ну давай так. Да, долго мы с ним будем так бодаться. Много пленки уйдет. Допустим. Сейчас пленка как кончится у меня, которую я копил всю игру. Ну ладно. Добьем тогда какой-нибудь. Половину. Половину я у нее снял. Почему у нее опять здоровье заново?
У меня ж только что пол здоровья было. Что происходит? Все, пленка типа кончилась. Может, его именно на Fatal Frame надо ловить? Если здоровье восстанавливает. Да, вот попадос. Угу. А так он тебя просто убивает с одного удара. Что-то я не заметил Fatal Frame, чтобы горел. Очень странный босс. Ай, бля. Как-то очень быстро ему надо сносить все здоровье. Иначе он восстанавливает его. Либо тебя ловит. Отлично. Ну давай быстрее. Допустим. Блин, взял хорошую пленку, потратил. Кстати, заряженным ударом попробую сейчас треснуть в него. Ровно на середине держится и все. Так, ну вроде кадры эти горят. Могу заряженным ударить. Допустим. Половина здоровья. Ну. Только так ему по чуть-чуть сносить. Я ему что сношу, тут же прибавляется у него. Вообще нечестная фигня. Вот он тут же себе накапливает. И добивает, да, тебя?
Снова половина у него здоровья. А, бля. Ладно, хоть чуть меньше половины держится. Стабильненько. Короче, вот так мы сделаем. Если прокатит. Ну, где он? Заряженный. Отлично, почти убил. Осталось-то чуть-чуть. Прям перетягивание каната идет. Чуть-чуть осталось. Странный босс. Вообще странный. Надо ему сносить больше, чем он успевает себе добавить. И у него еще сверху пол здоровья. Отлично. Кстати, ему хорошо тут прилетело. А теперь он не восстанавливает здоровье? Нет, все равно восстанавливает. Его потому что надо нулевой пленкой лупить. Но когда у тебя 10 кадров всего в запасе, такое себе удовольствие. Еще же надо понять, как с ним драться-то. Быстрей. Ладно, у меня еще 32 попытки. Не очень удачные, скорее всего. Оп. Наконец-то я его добил. Да, это странный босс. Причем это не сестра, это фольклорист вообще. Все, пошли за бабочками. Оставленное письмо. Дорогая Яи, ты наконец-то пришла. Я знала, что ты придешь. Теперь тебе надо найти меня и быстро. Я здесь, внизу. Я знаю, что уже поздно, но я буду ждать тебя до конца. Сая. Сая, Яи, как обычно. Ну все. Босса мы убили. Причем дрались мы с ним там, где свечки стоят, а сейчас я спускаюсь еще ниже. Радар появился. Зачем? Вот сеструля. Привет, сестра. Я ждала. Так долго. Здесь. В темноте. Ну ладно, недолго, 12 часов всего игра шла. Так, начнем? Ну давай начнем. Что, мне еще с ней надо драться, что ли? Маю у бездны. Допустим. Я и Мио. Хоть мы и были рождены вместе, наша судьба — жить и умереть вдали друг от друга. Я знала это. Я знала это всегда. Майя. Мы всегда были вместе.
Но это не может длиться вечно. То всегда-всегда, то не всегда-не всегда. Как-то их не поймешь. Сюда. Мы можем стать одним целым. Это верно. Она должна задушить свою сестру, чтобы ритуал прошел. Убей меня. Почему ты не убила меня тогда? Я ждала, когда твои руки сожмут мою шею с самого детства. Я так долго ждала. Так долго, так долго, так долго. То есть пальцы на шее, получается рисунок бабочки. Алая бабочка. А чё надушить ее не стало? Все, и бросили.
Вот, если кто в курсе, пишите в комментариях. Вот. И пленки мало давали зеленой. Лучше бы больше давали синий. Лучше больше давали зеленый и поменьше синий. Так. Ну, это одна из положительных концовок. Сестра осталась одна. Я обещала. Я сказала, я никогда тебя не оставлю. Так, стоять. Ранг Е. За 10 часов. Ну, короче говоря, за 11 часов игра была пройдена. На сложности нормально. Теперь вам доступен уровень сложности тяжело. Вы можете посещать сумеречный магазин и меню. Можете читать описание призраков. В сумеречный магазин добавлены линзы для камеры. Улучшения для камеры. Костюмы добавлены. Какие-то аксессуары. Ну, я смотрел там такие костюмы. У них типа там форма братьев Марио. Потом в кимоно они могут бегать. Какие-то еще костюмы там есть, более развратные. Для 18+, так сказать. Вот, ну такая вот игра, в принципе, ну... Есть нововведения на Nintendo Wii, они заметны, как бы то, что камера с другой стороны и все такое, там какие-то небольшие изменения есть, они прикольные, но, по-моему, удобнее было на Wiimote играть будет в нее. А так, ну, пройти на геймпаде тоже можно. Ничего там страшного нету. Единственное, что местами становится сложно, вот именно потому, что ты каждого, ну не каждого почти, ну каждого четвертого, наверное, врага ты ковыряешь не один раз, по ему полоску здоровья сносишь, а ты должен ее снести 1,5 раза. Это странно. На PS2 такого не было. Вот. И на PS2 я помню, что побольше все-таки у меня пленок давали зеленого цвета, чтобы хоть как-то урон побольше наносить каждому врагу. А тут получается, что ты большую часть игры, где-то процентов, наверное, да, все 80-90, ты дерешься с самой плохой пленкой. Ну, не, самая плохая, это, которая бесконечная, она там вообще ничего не сносит. Вот, ты дерешься большинство игры как бы с плохой пленкой. Еще и у врагов у тебя 1,5 здоровья, полторы этих, 1,5 шкалы здоровья. Поэтому еще сложнее это получается делать. Вот. Может быть, сначала надо лучше на легком, потом на более сложный, а потом на самый сложный режим переключаться. Тогда может быть. Не знаю. Ну как, костюмчики есть? Нет. Пройдено домов с призраками. Ну это, видимо, какой-то челлендж тут. Эй, подожди, у меня же открылось на сложно. Странно. Ну ладно, это все заново пошло. Будем на этом заканчивать. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всё. Всем удачи и